Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня мы с вами будем продолжать баловаться на стекловолокне. То есть стекловолокно, он же файбергласс, это новый материал для удлинения свободного края натурального ногтя, то есть для наращивания ногтей. Вот мы сегодня на стекловолокно будем наращивать аквариумный дизайн. Мне стало интересно, смогу ли я это сделать, хотя теоретически ничего сложного совершенно в этом быть не должно, кроме одного нюанса – мой указательный ноготь. Итак, что же не то с моим ногтем? Он у меня анихогрифозный. Что это значит? Это значит, что он очень слишком вниз растущий. Он настолько вниз растущий, что уже загибается вокруг подушечки пальца. У него свободный край находится намного ниже по боковой оси, чем натуральные точки вроста. И вот эту вот всю высоту мне необходимо компенсировать, иначе, если я сделаю такой же вниз клюнувший ноготочек нарощенный, буквально за 2 дня он у меня опустится еще ниже, и я буду им цеплять и отрывать его от кутикулы. Это безумно больно и неудобно. Поэтому, когда вы в моих роликах кричите, что у мастера с ногтями, глядя под мой указательный палец, вы видите там мой гипонихий. Это мясо подногтевое, которое я, к сожалению, никуда не дену. Это мое строение ногтей такое. Ничего с этим не сделаешь, никак это не исправишь. Такой ноготь мне дала матушка природа и мама с папой. Кстати, у мамы точно такие же указательные пальцы. Итак, вот именно с этого ракурса вы можете хорошенечко рассмотреть, насколько вниз растущий у меня палец. Я сняла весь материал с апекса, оставила уже толщину материала на кончике, и он все равно смотрится клюнувшим. Поэтому я добавила еще каплю прозрачного геля на кончик, чтобы его приподнять. Эту капельку просушила, промазала тоненько прозрачным гелем и уже на этот гель креплю стекловолокно. Для того, чтобы просто выровнять мой указательный палец, мне необходимо практически полсантиметра толщины на кончике. Но мы вернемся к волокну. На самом деле в этом месте я всегда задавалась вопросом, почему все отрезают так много волокна, а потом от него отрезают уже по факту на ногте. Разве так сложно отрезать ровно столько, сколько нужно? Девочки, оказалось, это реально сложно. Мой глазомер тоже с этим не справился, поэтому я прицепила вроде бы не такой большой кусочек, который на пальце оказался в 2 раза больше, чем мне необходимо. Ну а теперь собираем форму свободного края. В данном случае я хочу сделать зауженный миндалик, поэтому я внимательно провесила свои нижние направляющие, чтобы они лежали там, где необходимо, а свободный край уже гелем склеиваю в одну точечку. Ну а теперь собираем форму свободного края. В данном случае я хочу сделать зауженный миндалик, поэтому я внимательно провесила свои нижние направляющие, чтобы они лежали там, где необходимо, а свободный край уже гелем склеиваю в одну точечку. Вот, собственно говоря, готова наша подложка. То же самое мы бы делали в классическом варианте наращивания. Теперь же на эту подложку мы можем располагать все, что угодно. Хотим выкладной френч, хотим, как я в данном случае, аквариум. Конечно же, снимать лучше в центре кадра баночки с теми элементами, которые я в аквариум добавляю, вместо того, чтобы снимать ноготь. Но это уже издержки съемки, поэтому в этом месте ничего не поделаешь. Итак, на тоненький слой мокрого геля я накидала всяких разных блестящих штуковин, просушила это все и потом сверху промазываю в полупрозрачный слой вот такие вот цветные гели. Опять же, это гели из серии 3D, они очень красиво размазываются в тоненький слой в полупрозрачный, но в то же время могут создавать вот такие вот объемные элементы. Поэтому именно таким гелем делаем себе вот такие вот ромашки, не ромашки, цветочки, не цветочки, в общем, что-то интересное.
Стараемся сохранить максимальный объем, потому что потом мы это все запечатаем в аквариумный дизайн. Нам останется добавить только серединки нашим ромашкам, чтобы собрать окончательно цветочек. Теперь же, после того, как у нас полностью собран дизайн в нашем аквариуме, запечатываем это все при помощи прозрачного геля. Точно так же мы бы делали в любом другом случае. Поэтому берем одну капельку, перекрываем весь наш аквариум. Нам осталось это все только попилить. А пила в данном случае ровно столько же, как если бы мы делали это на другом любом варианте, кроме, конечно же, верхних форм, потому что на верхних формах мы бы пилили ровно в 2 раза больше. Но это уже мое восприятие верхних форм. Как вы знаете, вы ролик про верхние формы смотрели. Если кто-то не смотрел, обязательно вернитесь и посмотрите, как я делала свой мизинец. Ну а теперь добавляем немножечко легенькой прорисовочки для того, чтобы скрыть какие-то выпиленные части в районе кутикулы и боковых валиков, потому что в этих местах всегда пропиливается все, если там даже какая-нибудь небольшая высота. Почему? Потому что материал в этих зонах всегда сводится на нет к натуральному ноготочку, поэтому все, что будет наложено в этих местах, всегда выпилится. Вот, собственно говоря, такой ноготь у нас сегодня получился. Было очень интересно поработать со стекловолокном. Это был новый для меня материал. И делая вывод из всего, я могу сказать следующее.
На самом деле этот материал мне очень понравился. Он действительно более контролируем, он действительно позволяет с ним поиграться, он позволяет добиться ровно того результата, который вам нужен, если вы понимаете, какой вам нужен результат. Поэтому, если вы умеете делать арочное моделирование, то сделать арки на стекловолокне для вас не составит совершенно ничего сложного. Поднять клюнувшие ногти, опустить вздернутые ногти тоже более чем реально, и я это доказала. Получить красивенные арочки на любом виде из этих ногтей тоже более чем возможно. Поэтому этому материалу лично от себя ставлю большой плюсик. Ну а у нас остался еще один вид наращивания на типсы, и завтра мы с вами это сделаем. Поэтому... Кто еще не подписался на канал, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить завтрашний ролик. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!